X96X10. Это второй ТВ-бокс, который выпустили на Amlogic S928 процессоре. Крутом, мощном, с поддержкой AVS 3, который нафиг никому не нужен. И при этом эта версия 8/64. Но сколько сюрпризов здесь, которые, возможно, нивелируются низкой ценой данного ТВ-бокса. Металлический, холодный. На канале Технозон с обзором. Поехали. Конечно же, мы на AliExpress, и за версию 4/32 на момент съемки этого видео можно заплатить $101. А за версию 8/64 аж целых 116. Это действительно намного дешевле, чем Yugus AM8, скажете вы. И будете правы, и не правы одновременно. Потому что, честно вам скажу, если выбирать между Yugus и этим ТВ-боксом, я выберу Yugus. А уже дальше, сейчас по факту буду рассказывать. Они заявляются, что у них, боже, как оно здесь сейчас, AliExpress, кстати, версия в долларах, все это потому, что я не рассчитываю на рынок России, я рассчитываю на рынок ЕС и США, и плюс еще и ссылки на проверенных продавцов в описании под видео абсолютно для всех стран. Рассчитывают так. По конфигурации Amlogic S928X, большое ядро Cortex A74, Cortex A76 и 4 ядра Cortex A55. Mali G57 MC2, Android 11 со всеми его недостатками, в отличие от Yugus AM8, вы здесь не можете писать на внешнее хранилище по типу жесткого диска, который подключен на USB 3.0. По крайней мере, у меня этого не получилось, даже при наличии того, что оно пишет, есть root права. Хорошо. LPDDR4 подтверждаю, очень быстрая, 8 гигабайт, но тут вот сразу вы все это увидите в обзоре. 8 гигабайт сразу для меня непонятный момент, потому что система-то 32-битная. Сейчас вы мне скажете, ну невозможно на 32 битах адресовать больше 4 гигабайт, только 4. На самом деле можно. Ядро 64 бита, что в Yugus AM8, что здесь, но 8 гигов для чего, если вы не можете использовать 64-битные приложения, которые и реализуют эти 8 гигов. То есть, по сути, это пока что просто цифра, которая не реализуется. Да, у вас есть 8 гигов, он даже из-за этого не проходит тест Antutu, который определяет большое количество памяти, а загрузить ее не может. И даже на процессе загрузки вулкан вот этого теста, оно просто-напросто вывешивается, и все. То есть имеем, что имеем. 64 гига, чем вы их будете заполнять? Приложениями, фильмы качать туда не стоит. 64 мало для фильмов, 128 не сделали. Сомнительный момент. Ну да ладно, тоже сделали. 8К подтверждаю, декодирую. Даже вывод в 120 Гц и 100 есть. Хотя я покажу, что есть 4К, но 8К тоже есть. 1000 мегабитный LAN и Wi-Fi 6 действительно очень крутой. Есть вот такой вот пульт с голосом, с аэромышью, но очень бестолковый пульт. Нельзя программировать кнопку. Это раз. Во-вторых, голос здесь реализован через Google Ассистент, а не через Google ATV поиск. Хотя маркет они сделали Google ATV. Вот таким вот образом каким-то. То есть, знаете, такой какой-то гибрид. Я понимаю, что кто-то сделает прошивку, и тогда это будет топ. Но знаете, что самое интересное? Yugus — это Yugus. А ассоциированные прошивки — это ассоциированные. И самое главное, что они здесь же не пишут, что там HDR, не HDR. Ну давайте сейчас посмотрим, что они еще пишут. Сейчас дойдем до этого. Wi-Fi 6, 3D. 3D сразу говорю, только анаглиф. HDR 10+. Это все, на что он способен. Потому что никакого Dolby Vision тут нет. Хотя в декодере есть, именно в кодек инфо есть информация о Dolby Vision кодеках. Но они не реализованы, это не тот процессор. Абсолютно не тот. То есть AV1 он поддерживает, вообще не вопрос. 8К тоже поддерживает. Все поддерживает, только для чего? Короче, много всего написали. Будем сейчас переходить, резюмировать, кстати, потому что есть у нас на бачках. Ну, вы сейчас будете видеть большой вид. Есть разъем для SD-карт, USB 3.0, USB 2.0. Есть у нас оптический выход LAN RJ45, HDMI, аудиовыход 3.5. Весь он металлический, в диффузорах охлаждения, снизу металлические ножки. По поводу нагрева, кстати, нагрева нет вообще. Максимальная температура в тротлинг тесте 66 градусов. При проигрывании контента вообще вопросов нет. Даже поиграть во что-то можно. Кстати, пульт, глянец, ужас. Сразу говорю, ужасный глянец. Есть цифровая панелька и нет программируемой кнопки. Есть аэромышка какая-никакая и работает он через Bluetooth. Блок питания у нас на на 5 вольт 3 ампера, 15 ваттный.
15 Вт блок питания. И в технических характеристиках они тут пишут и про AVS 3, да, это хорошо. Про H266 почему-то никто не пишет. Вообще вот этот вот 928 Pro должен был поддерживать H266, который еще не вышел. Все, ребят, переходим, тестируем. Вообще подписываемся на мой канал, нажимаем колокольчик, это позволит нам активно развиваться и улучшать наш контент. Ну, а потом ждем выводы. Ну что же у нас за интерфейс? Я так рассчитывал, что будет Android TV, получилась вот такая вот фигня, хотя она кастомизируемая и в принципе можно добавить вот такие вот прикольные различные значки с какими-нибудь избранными приложениями. Давайте добавим сюда Google Play Market, и внизу тоже у нас есть строка избранного, которую можно использовать. Даже музыкальный плеер есть. Ничего себе, такая красота. А что он музыкальный? А, все, вот, увидели. Вот таким вот образом мы это все делаем. Есть, сразу говорю, очистка памяти. В принципе, 8/64 надо же очищать постоянно. На пульте есть аэромышь. Вот мы двигаем, и здесь у нас есть погода вроде как. А как ее настроить? Давайте попробуем ввести какую-то погоду. Пробуем Киев найти. И у нас Лондон. Пробуем таким образом Киев найти. Короче, погода как-то что-то не ищет. Не задалось у нее с погодой. Ну да ладно. Хрен с ним. Слушайте, пробуем голосовой поиск. Ну, если пульт уж с голосовым поиском, то должно что-то... ну понятно, голосовой поиск не Android TV, поэтому мы должны с вами еще над этим работать. Сразу же хочу посмотреть меню настроек. Меню настроек боковое. Есть у нас сети интернет, ну сейчас подключен LAN RJ45, есть у нас возможность создания точки доступа, то есть мы, например, можем там создавать 2,4 бенд, можем создавать 5 ГГц бенд, пожалуйста, то есть мы можем создавать точки доступа, потому что бывает спрашивает, не знаю для чего, ну да ладно. Я бы вообще не рассматривал такие моменты с точками доступа на наших ТВ-боксах. Пульты, аксессуары, подключен как Bluetooth этот пульт, X96 они его назвали. И в настройках устройства мы идем об устройстве. Смотрим, у нас здесь модель X96, X10. На 11-м Android, они пишут iOS Android TV. Экран и звук у нас разрешение. Смотрите, здесь у нас есть перечень разрешений, но сейчас вы видите совсем другие разрешения. Это все, что он поддерживает. Он поддерживает и 100 Гц, и 120 Гц до 4К. Ну, 8К у меня нет, к сожалению, телевизора. Но вроде как заявляются. Но 120 Гц и 100 Гц держит. Хорошо. Есть политика HDR адаптивная, управления Dolby Vision нет. В расширенных настройках звука, сейчас мы поставим с вами, здесь есть только выбор автоматического. Сейчас он подключен у нас через ресивер Pioneer. По хранилищу, ну видим, что у нас тут 64 SSD-шка еще подключил, и больше ничего вообще нет. То есть настройки настолько скудны, то есть это такая базовая прошивка. Я вывел специально монитор температуры. Вот, пожалуйста, вы видите, можете следить за ним постоянно в течение всего обзора. Давайте посмотрим. Сейчас добавлю сюда AIDA 64. Хочу сразу посмотреть AIDA 64. Итак, плата Tyson, AMLogic 8/64, все хорошо. Центральный процессор. А вот здесь вот самое интересное начинается. Это у нас 4 ядра Cortex A55 по 2 ГГц и одно ядро по 1,8 ГГц. При этом вы видите, что набор инструкций в 32-битном режиме. И тут возникает вопрос, а как же все-таки адресуют в 32-битном режиме 8 гигов? Это сделать можно. Ядро все-таки 64 бита. Но какой смысл от 8 гигов на 32-битной системе, я вам сказать не могу. Потому что, например, те же самые эмуляторы PlayStation 2 на 32-битную систему вы не поставите. И реализовать что-то хотя бы на 8-гиговом ТВ-боксе в 64-битной системе можно, а в 32 нет. Ну, имеем, что имеем. За отображение отвечает Mali G57. Теперь сеть у нас, сеть мы будем проверять отдельно. Android 11 вроде как с root доступом, сейчас будем проверять. И доступ к температуре есть. Температура у нас соответствует 42-43. Разница в 1 градус получается, но цепляет GPU термал. Кодеки будем смотреть не здесь. Кодеки посмотрим сейчас с вами в кодек инфо.
По аудио обещают декодер AC3, AC4, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, это IMLogic. И все вроде бы как. Да, IMLogic, но это уже... Обещают еще в декодере DTS. Да ладно, слушайте, вообще DTS HD, но это то, что обещают, не значит жениться. Поэтому, в принципе, все на автомате. Так, дальше. По видео. Вот здесь очень интересно. H263, AV1, AVC, понятно. H264 в декодере, хорошо. AVS, AVS2, AVS3 в декодере, есть AVS3. И тут вот самое интересное, Dolby Vision заявлен декодер, Dolby Vision в ТВ-боксе нет. Нет ни при каком раскладе. Здесь Dolby Vision. Я вот сейчас вам показываю видео, где я проверяю Dolby Vision. Dolby Vision нет никакого профиля, хотя в декодинге они заявлены. Мышь засыпает, кстати, даже во время использования. Есть у нас HEVC 265, MPEG 4, MPEG 2, RM30, RM40, VC, VMV, короче, Xmotion GPR. И все остальное абсолютно стандартно до VP9. По DRM у нас все очень просто. DRM L3, пожалуйста, никакой сертификации, ничего нет. По своей производительности Slingshot 2468, Slingshot Extreme 1859, iStorm Extreme максимально, iStorm нет смысла проверять, тоже будет максимально. Как бы тут даже во что-то можно поиграть, но мы упираемся в некоторые другие вещи, сейчас объясню. Запускаем тест AnTuTu. И самое интересное, не проходит он тесты, он не проходит AnTuTu, я уже сколько мучился, то есть он на терракоте, на вулкане вешается, хотя Yugus AM8, например, этот тест проходит, поэтому мы это протестировать не можем, то есть он зависает, а без терракота выяснить его производительность в AnTuTu пока что не удается, но мы понимаем, что примерно то же самое, что будет, что у Yugus AM8 по производительности самого образца. Память здесь никакого преимущества не дает. Тестируем сетевые возможности и начинаем с LAN RJ45. Нам интересна максимально возможная производительность данного бокса в различных сценариях. Ну, здесь у нас чистый гигабит. 800, ну 800 он показывает, хотя странно, он сейчас висит на 2,5 гигабитном роутере. Не, ну это нормально, это гигабит, честно вам скажу, учитывая там какой-то трафик еще, учитывая то, что сегодня вообще выходной, когда мы снимаем, но очень странно то, что у нас на выдачу 800 на 400. Ну, имеем, что имеем. Хотя это очень хороший показатель, если вы на LAN RJ45 его посадите, то будет очень прикольно. Переключаемся на Wi-Fi 5 ГГц. Отключили кабель. Сейчас попробуем. Температура радует. Вот температура 47 градусов, это, конечно, прикольно. По Wi-Fi, вот сейчас у нас Wi-Fi 5 ГГц, 900, это очень хорошие показатели. 900, ну давай. Давай. 899 мегабит на загрузку. Это Wi-Fi. Здесь Wi-Fi 6, само собой. И на выгрузку там, 400. Прикольно. Очень прикольно. Прям топчик, я вам скажу. И сейчас мы с вами попробуем 2,4 ГГц Wi-Fi. 2,4 очень впечатляет. 100, 200 мегабит. 2,4 ГГц. Очень хорошо, очень, прям впечатлило. 187 на, а ну посмотрим, на 130. 130 я в пике вижу. Это очень неплохо. Согласен, по Wi-Fi справился очень хорошо. Ну и куда же у нас без тротлинг теста? Тротлинг тест обязательная дисциплина. Хотя он греться абсолютно не будет, это однозначно. О, мы сейчас еще и сенсоры с вами под... все здесь правильно стоит. Конфигурация сенсоров стоит отлично. Наблюдаем за вторым. Короче, мы стартуем тест. И
для вас эта секунда, для меня будет целая вечность. Ну и что мы видим? Мы с вами видим абсолютно хороший тротлинг-тест. Но, как мы уже говорили в тестах Yugus AM8, вот этот вот показатель не смотрим. Почему? Потому что он не задействует большое ядро A76, а рассчитывает каким-то вообще странным методом. Потому что, допустим, в том же Antutu это все дело намного по-другому работает. Поэтому тротлинг-тест идеальный, максимальная температура у нас 66 градусов, что является очень хорошим показателем. Из системных тестов для меня вообще все. Я единственное еще проведу кросс-платформ диск-тест. Объясню, мне нужно понимать, с какой скоростью у нас работает оперативная память. Чтобы тоже... Хотя я так понимаю, что платформа одна и та же была, что на Yugus AM8. Вообще они создали AMLogic 928 платформу, в принципе, с одними и теми же требованиями. Я думаю, что LPDDR4 тут будет работать не хуже. Хотя сейчас посмотрим. Да, копирование памяти действительно неплохо. 3,27 гигабайт в секунду. Вот, пожалуйста, вот этот показатель. Он говорит о действительно неплохой скорости чтения из памяти и в память. Проверим также возможность записи на SSD на внешний. Потому что у нас были ситуации... Давайте попробуем скопировать при записи на внешние диски. Давайте ОК. Нажмем заменить. И получаем... Нет у нас возможности записи на внешний жесткий диск. К сожалению. Даже с... сейчас попробуем, если здесь есть root права. Интересная тема. Ну, через какие-то приложения, конечно, можно будет. Так, суперпользователь с перезаписью. Ну-ка, никаких предупреждений не выдает. Сейчас попробуем еще раз перезаписать. Копировать. Окей. Нифига. Записи на внешний жесткий диск нет. Нужна нормальная прошивка, которой пока нет. Я думаю, что не предвидится. Ну что, и добрались до мультимедийных возможностей. Начнем, конечно же, с ютубчика. Все как полагается. YouTube вообще вопросов никаких нет. Все отлично у нас работает. Если включить мою дикую реку, которую я уже не раз использовал, то есть это мое видео, которое я не раз использовал для тестов, то на не HDR телевизоре и не на обыкновенном телевизоре, то это будет 4К без дропов, VP9 есть поддержка. Вот вам, пожалуйста, еще скриншотик, видео о том, что AV01 он тоже поддерживает на HDR телевизоре, при этом AV01 с HDR. Это важно понимать. То есть у меня по YouTube вообще вопросов никаких нет. Проигрывает он все идеально. Могу еще какое-нибудь любое 4К видео включить. Конечно же, из тех, которые делал я. Потому что сильно ругается YouTube за использование чужого контента. Здесь вообще у меня вопросов нет. То есть самые тяжелые ролики он проигрывает без каких-либо замечаний. Насчет с внешнего диска чего-нибудь попроигрывать. Здесь мы будем ориентироваться на высокобитрейтные тестовые ролики. Например, там Sony Luminous Demo. Очень тяжелый ролик, высокобитрейтный. И здесь мы можем говорить о том, что у нас нет поддержки Dolby Vision. Мы уже это сказали, но есть полноценная поддержка HDR. Ух ты, в Dolby Digital начал проигрывать. Да ладно, слушайте, я сейчас даже через обыкновенный, смотрите, даже через обыкновенный, видите значок Dolby Vision, даже через обыкновенный стоковый плеер, это значит, что он в декодере Dolby Digital. А давайте мы сразу уже тогда будем пробовать Dolby Digital Plus, то есть оно через стоковый пойдет. Dolby Digital Plus. Слушайте, я в шоке. Я просто в шоке. А ну-ка, Dolby Digital True HD. А ну-ка. Не, ну в декодере нет Dolby Digital True HD. Мне интересно, если Dolby Digital в пробросе. Сейчас мы вернемся к этому вопросу. Перед этим потестим, что у нас есть по DTS. Давайте, Long Lossless. Там вроде в кодеках было. Как простой DTS, это то, что у нас в декодере. Попробуем еще в пробросе. И Dolby
Сейчас DTS. Не, ну ядро будет однозначно. С ядром все понятно. Слушайте, мне знаете, чего интересно? Давайте в коде попробуем. В коде попробуем все это дело запустить. Сейчас выберем проброс аудиотрек RAW Android IEC Picker. Вернее, Packer, господи. IEC Packer. Пикер у меня какой-то. Это у меня уже, знаете, заработался называется. Давайте посмотрим, что он из себя нам покажет. Я должен здесь протестить еще Dolby True HD. Он как простой Dolby Digital в пробросе идет. То есть Dolby True HD здесь нет. И DTS Long Lossless в пробросе вообще не идет в пробросе. В декодере идет как простой DTS, а в пробросе нету. Ну, короче, какой-то такой, знаете, черт знает что. Но при этом я хочу вам сказать, что когда я тестировал Dolby Vision файлы, то у меня проскакивает Dolby Atmos, пожалуйста, через Dolby Digital Plus. Ну, то есть, как бы я вам сейчас тоже это все показываю. Любые фильмы любого битрейта, через, ну, то есть с внешнего жесткого диска, который подключен к нему через USB 3, я проигрываю без особых проблем. То есть, это 4К ролики. Вообще отлично. При этом он поддерживает HDR и GR10+. Все, с этим мы разобрались. Что касаемо IPTV, Full HD, достаточно высокобитрейтного, тут я как бы даже нарекать не буду и наговаривать не буду. Все работает отлично. Я мог бы сказать, что там Югус работает лучше. Нет, абсолютно одинаково работают, без каких-либо вообще вопросов. Очень мощный проц, очень мощные сетевые модули, и с кодеками, декодингом у него как бы вопросов я не замечал именно в этом плане. Из стриминговых сервисов, конечно же, работают обыкновенные стриминги по типу Megogo, Vita, там, Kyivstar TV и тому подобных, без поддержки DRM L1 и без поддержки, там, допустим, HDCP. Вот, пожалуйста, у нас работает сейчас фильм. Фильм работает просто. Это Megogo. Это Megogo. Сказать, что там оно работать не будет, я не буду говорить. Это оно работает. Netflix, тот, который здесь, это черный Netflix. На это там вестись не надо. Сейчас мы даже меню увидим и заходить даже не буду. Потому что если это черный Netflix, то он как бы 480p, купить бокс за столько бабок и смотреть. Ну и то, что я и говорил, даже заставка сама по себе в 480p. Все, закрыли тему. А насчет просмотра раздач через Matrix я не могу говорить чуть-чуть эти вещи. Я буду говорить следующее, что тянет любой при условии достаточного количества раздающих и качества этих раздающих. Потому что многие там начинают жаловаться, что вот я там пытаюсь, там 100 гигов, а оно не идет. Ребят, здесь все идет при соблюдении определенных условий. Быстрый интернет, нормальные раздающие, живая раздача и качество раздающих. Здесь ограничений нет. Это то, что я вам должен сказать, показать не могу. Ну и остается у нас какие-то игровые возможности. Есть Miracast, это трансляция экрана. Ну, честно вам скажу, это не Google Cast. Транслировать экран могут многие боксы. По играм сейчас включу свой геймпад. Просто пару игрушек. И тут мы добрались до такого момента, что игры я хотел бы установить на маркете, поиграть на нормальном маркете и поиграть в какие-то игры, но здесь изначально установлен Play Market от Android TV. То есть это приставка на чистом Android с Android TV маркетом. И установить без костылей, без загрузки левого кэша можно, ну, в принципе, то, что есть в этом маркете. Остальное все это уже костыли, на которые я, честно вам скажу, не подписывался. Установил пару игрушек, которые мы можем, в принципе, с вами попробовать. Геймпад подключился без проблем. Там, ну, давайте во что-то шпильнем. Если кто думает, что в Shadowguns Legends самое тяжелое это именно для графики, это в меню, ой, не в меню, а в игре, то нет. Здесь самое тяжелое это как раз в меню, там где есть большое количество светящихся локаций и есть, допустим, большое количество каких-то персонажей. Графику вообще хочется поставить 60 FPS и поставить какой-нибудь высокий. Сейчас посмотрим, что у нас на 60 FPS на высоком будет. Ну, напихали ж 8 гигов зачем-то. Вообще не понимаю зачем. Сейчас чувствительность прицела поставим побольше. И автоматическую стрельбу. Так. Выходим. Вау. Ну 60 FPS он не притягивает. Сейчас попробуем. Ну попробуем. Слушайте, а работает. Достаточно неплохо работает. Даже с максимальной графикой. Ну давай.
Отойдем сейчас. Ну, сейчас посмотрим. Задание обновлено. Воу-воу-воу-воу-воу. Не, надо понижать графику на середнячок. На средних 60 FPS будет очень даже неплохо работать. Лежать, всем лежать. А ну-ка, иди сюда. Тух-тух-тух-тух. Слушайте, неплохо, очень неплохо. Я вот, когда оно неплохо, я всегда буду признавать, что это неплохо. Я готов... сейчас, ну давайте. Да все, мы все увидели. Мы все увидели. Давайте выходить отсюда. Давайте на домик. А нет у нас ни шторки, ни панели навигации, само собой, как в Югусе. Ну, есть как есть, что я могу сказать. Так, сейчас мы... Давайте еще в Rapti GP сыграем. В принципе, тоже очень требовательная игра, на самом-то деле. И будем выходить. А тут вот видите, какая ситуация сложилась. Вроде бы и можно было бы использовать для... допустим, PlayStation 2 эмулятора, но нельзя. Система 64 бит, несмотря на то, что 8 гигов. И вот такая вот система у нас получилась. Хреновая на самом-то деле. Вроде и бокс прикольный. Да нет, здесь вообще вопросов нет. Вроде и бокс прикольный, слушайте. Прошивка нужна. Если будет классная прошивка, то он вообще не греется. У него нормальные возможности. Dolby Vision, конечно, прошивка не добавит. Это я вам говорю сразу, но работать это будет. Такое для HDR телеков, хотя сейчас где уже, это только для Samsung, сейчас уже все лыжи Dolby Vision идут, не знаю, даже какие-то бюджеты там типа Philips, они все идут в Dolby Vision. Да не, нормально работает, все, можно выходить и делать резюме нашего видео. В качестве выводов скажу, за 101 бакс 4 на 32 я могу рекомендовать. Даже за 116 версию на 8 гигов я не вижу смысла. Я вообще слабо верю, что на 8 гигов получится сделать прошивку, потому что я боюсь повторения ситуации, как с Beelink GT King 2, который был на A311D2 процессоре, где вроде бы был и SDK, и базовая прошивка, но и 64 бит даже. Но Slimbox не смог ничего сделать, потому что сама по себе прошивка была уродская, и кроме Югуса никто нормально это дело доработать не сможет. Поэтому я здесь боюсь повторения. 4 на 32 еще куда не шло, но 8 на 64 я вообще не вижу бессмысленный бокс. Без нормальной реализации 64-битной системы. Хотя я понимаю, что при нормальной прошивке это могло бы работать. Но прошивку назвать нормальной абсолютно, абсолютно нельзя. Потому что она голая, без каких-либо плюшек, без автофреймрейта и тому подобного. Ну а с вами был Бабл на канале Технозон. Пока, ребят.